Сикстинская капелла– это жемчужина Возрождения и творение гениального Микеланджело. Хотя, конечно, не только его, но сегодня ему отдадим основную роль. Каждый год сюда приезжают миллионы людей, чтобы увидеть фрески, которые изменили историю искусства. Как вы уже, скорее всего, могли заметить, я очень люблю Микеланджело. Свой канал я назвала частичкой его имени. Я, правда, им очень восхищаюсь и уважаю его бесспорный талант. Это такая небольшая прелюдия к тому, о чем я буду говорить в этом видео. У меня нет цели как-то умалить важность его фресок. Но так как здесь на YouTube мы все собираемся, чтобы отдохнуть и не скучно провести время, я предлагаю под новым, необычным ракурсом разобрать фрески Сикстинской капеллы. Место-то религиозное, сакральное, но вот вопрос. Насколько эти изображения соответствуют Библии? Вы никогда не задумывались? Или Микеланджело осмелился пойти против канонов? Меня зовут Яна, и вы в Микеланджелесе, моем виртуальном городе искусства. Поехали разбирать по полочкам Сикстинскую капеллу. Надо сказать, что Микеланджело был настоящей звездой своего времени. Он настолько знаменит, что его жизнь и творчество описаны в 2 биографиях еще при его жизни. Такого не удостаивался ни один художник до него. Удивительный факт, вдруг кто не знает. Микеланджело не был живописцем по профессии. Он считал себя скульптором. Но именно он превратил Сикстинскую капеллу в шедевр мирового искусства. Пару слов о капелле. Ее построили в 15 веке для папы Сикста IV, отсюда и название. Находится она в самом центре Ватикана. Здесь проводятся важнейшие церемонии католической церкви, и здесь же кардиналы выбирают нового папу на конклаве. Но естественно, что в большинстве своем люди сюда едут, чтобы посмотреть на потолок, который расписал Микеланджело и некоторые другие творцы. В 1508 году папа Юлий II поручил Микеланджело расписать потолок. Первоначально планировалось изобразить только 12 апостолов, но потом Микеланджело расширил концепцию. Об этом дальше будем говорить. Мы детально разберем все сюжеты и все фрески. Микеланджело трудился над проектом почти 4 года. И еще позже он расписал и западную стену капеллы фреской «Страшный суд» для папы Павла III. 35 лет назад потолок отреставрировали, удалили многовековую копоть и грязь, и фрески снова засияли. Очень долго я мечтала попасть в Ватикан и вживую посмотреть на фрески Сикстинской капеллы. В 2018 году моя мечта осуществилась. В самой капелле запрещено снимать даже на телефон и даже без вспышки. Перед входом нас проинструктировали, что ни в коем случае нельзя, все строго. Я, как законопослушная гражданка, ничего не фотографировала и ничего не снимала. Но, как можете догадаться, вокруг меня стояла куча людей, которые спокойно доставали телефоны и снимали. Если вы недавно посещали капеллу, напишите, как сейчас обстоят дела. В общем, что я могу сказать о своем опыте? Мой опыт никак не был связан с религиозными верованиями или стремлением почувствовать какую-то атмосферу или благодать или еще что-нибудь такое. Нет. Моей единственной мотивацией было увидеть шедевр искусства, посмотреть на фрески моего любимого гения. Все. И разглядеть их очень сложно, вот что я вам скажу. Потолок очень высокий, 20 метров, ничего не видно. Разглядеть сюжет сложно, детали разные, которых там миллион. Вообще невозможно увидеть, надо долго стоять с запрокинутой головой. Можно взять на прокат бинокль, но все равно часами с запрокинутой головой тяжело наслаждаться. Так что я, возможно, сейчас кому-то очень облегчу жизнь. И если у вас не будет возможности вживую насладиться творением Микеланджело, смотрите мое видео и получайте удовольствие. И не забудьте поставить лайк. Переходим к анализу фресок. Отправимся в виртуальный тур, благо официальный сайт Ватикана нам позволяет это сделать. В этом ролике мы разберем 3 стены. Северную, южную и входную. А в следующих частях потолок и алтарную фреску «Страшный суд». И я еще раз напомню, что мы сегодня не говорим о технической сложности фресок. С этой точки зрения они являются шедевром. В этом отношении они как раз-таки гениальны. Но мы сегодня обсуждаем исключительно сюжеты фресок. Вот там много вопросов. И фрески у нас идут по всем стенам. Есть входная стена, северная, южная стены, есть потолок и есть центральная алтарная стена. И сразу скажем, что Микеланджело не расписывал всю капеллу. Ему принадлежит роспись потолка и алтарной стены с фреской «Страшный суд».
и некоторые отдельные фрески на боковых стенах. Южную и северную стены в основном расписывала группа флорентийских и умбрийских мастеров, таких как Боттичелли, Перуджино, Герландайо и Росселли. И мы начнем с разогрева, с южной стены. Итак, южная стена. В самом верху, в верхней линии, находятся лунеты. Лунет – это такая полукруглая или сегментная арка, от латинского «луна», похожа на полумесяц. В лунетах Микеланджело изобразил людей из родословной Христа. Родословные записаны в двух Евангелиях. Евангелие от Матфея и в Евангелии от Луки. Они разные. Матфей приводит родословную Христа по линии сына царя Давида Соломона до Иосифа, земного отца Иисуса. Лука приводит родословную уже матери Иисуса, Марии, по линии другого сына Давида, Нафана. Интересно, что все персонажи взяты только из родословной, которую описал евангелист Матфей, и на южной, и на северной сторонах. Давайте разбираться, кого же изобразил Микеланджело. Первый лунет – Ахима Елеуда. Интересно, что выбор Микеланджело пал на двух этих персонажей, о них в Библии упоминается только в контексте родословной Христа. И больше нет никакой информации. То есть о них неизвестно ничего. И на фреске тоже непонятно, кто есть кто. Лунет Зоровавеля Авиуд Елиаким. Самый известный здесь Зоровавель, первый правитель иудеев после Вавилонского плена. Остальные не очень известны. Лунет Озия Афам Ахаз. Это все цари. Ахаз царь со знаком минус, Озия плюс-минус ничего, и Афам в целом со знаком плюс. Что-то здесь делает женщина, непонятно. Лунет Раваам Авия. Два плохих царя. И вот тут вообще непонятно, что происходит на фреске. Слева изображена женщина в профиль. Из всех фигур в лунетах только у нее есть сиденье со спинкой. Левая рука женщины указывает на ребенка в животе. Юноша справа с опущенной рукой как будто бы спит. Хорошо, что подпись осталась, иначе мы бы это никогда в жизни и никак не идентифицировали. Лунет Салмона Ваоза Авида. Это как бы три мужчины. На фреске два мужчины и женщина. По логике, это Ваоз со своей женой Руфью и сыном Авидом. Лунет Аминадава. Аминадав здесь похож на женщину чем-то. Вообще, в Библии его дочка стала женой Аарона, брата Моисея. А кто эта женщина рядом, которая расчесывает волосы? Вопросики, на которые мы никогда не узнаем ответы. Вообще, на официальном сайте Ватикана написано, что эти фигуры представлены здесь просто как символические изображения человечества в процессе формирования семейных уз. Зачем тогда подписывать их было именами конкретных людей? Неясно. Еще не ясно, почему выбор пал на неизвестных или негативных персонажей, когда были более известные и положительные. Но это тоже риторический вопрос. Интересно, сам ли Микеланджело выбирал темы для фресок? Как говорят исследователи, вполне вероятно, что для выполнения работы Микеланджело сотрудничал с теологами папского двора. И если это так, то тут еще больше вопросов. Вторая линия сверху – понтифики. Понтификов написал не Микеланджело, а Перуджино, Боттичелли, Росселли и Герландайо. Как вы можете догадаться, о понтификах в Библии не сказано ни слова. Но они занимают высокий пост в католической церкви. Едем дальше. Сюжеты о Моисее. Цикл Ветхого Завета начинается с путешествия Моисея по Египту авторства Перуджино. Тут видим прощание Моисея с тестем Иофором, возвращение в Египет с семьей и обрезание его сына. Все на одной фреске. Значит, во-первых, обратите внимание на то, какой зеленый Египет и какие толстые птицы летают в небе. Одежда, конечно, не соответствует эпохе, но это часто такое бывает. И я не уверена вообще, на каком этапе развития науки мы узнали, что люди носили в древности. Но один нюанс по поводу сюжета. В Библии действия на переднем плане фрески, то есть встреча с ангелом и обрезание сына Моисея, происходили ночью. Вторая панель авторства Боттичелли описывает убийство Моисеем египтянина. И сзади видно, как он убегает. Дальше защищает дочерей Иофора, их, кстати, было 7, тут всего 2 я увидела. И видение горящего куста. Моисей снимает обувь, и ангел из куста выходит. Третья фреска авторства Д'Антонио изображает переправу через Красное море. Что за город виднеется на заднем плане? Загадка. Это же все-таки море было, а не заливчик. Далее у нас фреска Росселли, передача «Скрижали закона». Мы видим, как буквально изображают художники библейский текст. Восхождение Моисея на гору Синай для получения скрижали закона
И тут же Бог передает ему в руки с облачка скрижали. Тут же акт поклонения золотому тельцу. Моисей разбивает скрижали в приступе гнева. Потом наказание идолопоклонников. И потом Моисей возвращается с новыми скрижалями. Ну, пока бодро идем по тексту, если не придираться к деталям и к тому, что вторая заповедь на этих скрижалях – это не делать изображение Бога, что, в принципе, так часто будет нарушаться при росписи этой капеллы. Очень символично. Следующая фреска Боттичелли изображает наказание Корея, Дафана и Аверона. Они отвергли власть Моисея и Аарона, и за это они и их сообщники были поглощены землей. Последняя фреска Синьорелли показывает наследие и смерть Моисея, когда он уже находится на границе обетованной земли. В каждой сцене Моисея легко узнать благодаря желто-зеленой одежде. На заднем плане Моисей получает от ангела жезл власти, позволяющий руководить евреями на пути в обетованную землю. Справа на переднем плане 120-летний Моисей обращается к толпе с жезлом и книгой в руках. Обратите внимание на книгу. Конечно, за 1000 лет до эпохи Возрождения не было такой книги в бумажной форме кодекса. Как это мило. У его ног открытый ковчег завета, в нем скрижали завета и сосуд с манной. Это, кстати, прямое расхождение с Библией. Ковчег был скрыт от глаз людей. Эта святыня скрывалась в шатре, и те, кто даже мельком пытался на него взглянуть, карались смертью. Слева Иисус Навин на коленях, ему вручают жезл власти и провозглашают его преемником Моисея. Третий человек слева, брюнет в синем, смотрящий на зрителя, это автопортрет Луки Синьорелли, автора фрески. Примазался. На заднем плане слева изображено тело Моисея, окруженное скорбящими евреями. И снова промах. Бог сам похоронил тело Моисея, и никто не знает, где его могила. Соответственно, никто над телом его не стоял и не плакал. Цикл заканчивается на входной стене спором о теле Моисея. Переносимся на входную стену. На этой стене находятся фрески с 2 заключительными эпизодами циклов о Моисее и Христе. Воскресение Христа и спор о теле Моисея. 2 фрески, которые изначально создали Герландаю и Синьорелли, были уничтожены в 1522 году, когда обрушилась балка над дверью. Во время правления папы Григория XIII утраченные фрески заменили новыми. И найти эти фрески на просторах интернета практически невозможно. Почему? Я без понятия. Так что заранее прошу прощения за качество. Разбираем фреску «Спор о теле Моисея». Эта информация содержится в единственном месте в Библии, уже не в Ветхом, а в Новом Завете. Информации очень немного. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да, запретит тебе Господь». Здесь мы видим 2 действующих лица. И если вспомним, о чем я уже говорила перед этим, тело Моисея Бог захоронил лично, люди его не видели. Возможно, дьявол претендовал на тело Моисея, чтобы сделать его объектом поклонения для людей. Поэтому Бог и захоронил его лично, чтобы не допустить идолопоклонства. Поэтому все персонажи на этой фреске, кроме 2, это уже фантазии автора. Ну что, в принципе, тут встречается довольно часто. Обратите внимание на изображение дьявола и, очевидно, демонов. Вот так их стали изображать. Зверификация эта произошла в эпоху Средневековья, с 9 века нашей эры. В Библии дьявол и демоны внешне никак не описываются, потому что это создание нематериального мира. Ко второй фреске на этой стене «Воскресения Христа» мы вернемся чуть позже, потому что она будет завершать серию, написанную на северной стене. Северная стена. Как и на южной стене, верхняя линия – это лунеты. Все они принадлежат Микеланджело. Идем справа налево. Люнет, Азор и Садок. Никакой информации об этих персонажах нет. Абсолютно ничем не известны. Люнет, Иосия, Ехония и Салафиль. Иосия – хороший царь, его внук Ехония – это плохой царь, при котором израильтяне были уведены в плен. Салафиль – сын Ехонии, рожденный уже в плену, и все, больше особо никакой информации. Иезекия, Манассия, Амон. 3 царя, первый хороший, вторые 2 нет. Если что, когда я говорю, что царь хороший или плохой, это не моя оценка, это Библия дает им посмертную характеристику. Аса, Иосафат и Арам. Аса – это верный царь Иуды, Иосафат тоже, и Арам уже нет. Иисей, Давид, Соломон. Ну, наверное, самые известные персонажи. Иисей – отец Давида, самого известного, наверное, из царей. Это 2-й царь Израиля, верный. Именно Давиду Бог пообещал, что Христос будет его потомком.
Соломон, известный своей мудростью, это сын царя Давида. Наасон или Нахшон в современном переводе. Во время странствования израильтян по пустыне он был начальником племени Иуды. Его сестра была женой Аарона. Какой итог можем подвести? Как и на южной стене, фрески и подписи к ним – это как будто бы какая-то случайность. Кидали кубик и раскидывали название. Вообще непонятно, кто изображен на фресках, никакого соответствия. Идем дальше. Ниже опять понтифики, уже другие. И следующая линия – это цикл фресок о Христе. Первая фреска – это крещение Христа, авторство Перуджино. И изображено оно в чисто церковной традиции. Иоанн Креститель выливает чашечку водички на голову Христа, и стоят они как-то на фоне какого-то ручейка. Сравниваем с библейским текстом. «Пришел Иисус и крестился в Иордане, и когда он выходил из воды, или, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». Иордан – это полноводная река. Как видно, Иисус зашел в реку, Иоанн его окунул, и он вышел. Откуда взялось поливание из чашечки? Оно начало практиковаться ко II веку нашей эры. То есть это уже после того, как было завершено написание Библии. А широкое распространение получило после XIII века нашей эры. Что еще привлекло мое внимание? Это летающие головы с крыльями вокруг изображения Бога, которого нельзя изображать. Должно быть, летающие головы – это серафимы, потому что это единственные духовные существа, которые описываются как те, кто непосредственно служит Богу у его престола. Вот как они описываются. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, 2 закрывал каждое лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. В Библии часто сфера обитания Бога и духовных созданий описывается человеческими понятиями, чтобы мы хоть как-то себе могли это представить. И тут не исключение, описываются понятные нам части тела и крылья. Вопрос: где ноги? Еще обратите внимание на знак правой руки Бога, двоеперстие. Это часто можно увидеть на разных иконах. О том, что руки надо рисовать в каком-то определенном положении, начали переживать уже после того, как было завершено написание Библии. В самой Библии, как можно догадаться, об этом нет речи. Это чисто церковные традиции, которые документируются 451 годом Халкидонским собором. Это, если что, через 350 лет после того, как завершилось написание Нового Завета. Следующая фреска Боттичелли «Искушение Христа» и «Исцеление прокаженного». В верхней части слева Христос встречается с дьяволом, который принимает облик отшельника. Обратите внимание на крылышки у дьявола. То, о чем мы уже говорили раньше, о традиции добавлять черты животных. И почему-то действие происходит в лесу, хотя по библейскому сюжету это была пустыня. Иисус был голодный, и дьявол искушал его, говоря: «Преврати камни в хлеб, ты же сын Бога». В центре композиции изображен сатана, стоящий на вершине по сюжету Иерусалимского храма. Но по факту это что-то похожее на больницу Санта-Спирита рядом с Ватиканом, по странному совпадению. Ее строительство поддержал папа Сикст IV. Здесь сатана испытывает Иисуса, предлагая ему спрыгнуть вниз. И, наконец, справа Иисус сбрасывает дьявола с обрыва. Обратите внимание опять же на дьявола с хвостиком и ушками. Средневековая традиция, не библейская. И тоже вопросики по сюжету. Иисус там никого не скидывал. Он сказал: «Отойди от меня, сатана», и тот отошел. Ангелы-официанты очень меня улыбнули. На переднем плане в центре композиции изображен жертвенный обряд. Его обычно трактуют как жертву, которую принес прокаженный после исцеления Христом. Третья фреска Гирландаю «Призвание апостолов». Справа на заднем плане изображены рыбаки Иаков и Иоанн, которых призывает Иисус. Они же также видны слева на заднем плане, чинят сети в лодке своего отца Зеведея. На переднем плане изображены Петр и Андрей. Желто-оранжевая накидка у Петра и зеленая у Андрея. Они стоят на коленях рядом с Христом, который их благословляет. Принято считать, что Петр был старше остальных апостолов и, возможно, старше самого Иисуса. Но точных сведений нет. Зато есть возраст Христа. Он начал призывать апостолов после своего крещения, а крестился он в 30 лет. Апостолы были приблизительно его ровесники, но даже если кто-то был гораздо старше, он все равно не был дедом престарелым. Потому что апостолам Иисус поручил заботиться о христианском собрании после своей смерти. Почему Петр и Андрей здесь старички седовласые? Это были крепкие парни, рыболовля – дело физически сложное, они явно не были старыми.
И еще нимбы над головами Христа и апостолов. Скорее всего, нимб появился благодаря народным верованиям древних греков. Они считали, что боги, когда принимают человеческий облик, излучают ослепительный свет и окружены сияющим облаком. Это облако – частичка светлого эфира, который находится выше земной атмосферы и служит обычным местом обитания греческих богов. И тут вспоминается заповедь Бога не перенимать обычаи язычников и не служить их богам. И последняя интересная деталь фрески – это множество людей, которые одеты в современную для того времени одежду. На самом деле их лица изображают членов флорентийской общины, которые жили в Риме. Увековечил ребят Гирландаю. Следующая фреска Росселли иллюстрирует Нагорную проповедь и исцеление прокаженного. В Нагорной проповеди Казима Росселли на нижней части картины изображено около 100 фигур. Они образуют группы, и эти группы напоминают зрителю изгибы холмов. Это придает сцене движение и направляет наш взгляд по всей композиции. При этом художник изобразил минимум 3 разных момента времени. Слева в центре изображен Христос, который стоит на небольшом холме. В отличие от описания в Евангелии от Матфея, где он сидит. На картине сочетаются старинная и современная для того времени одежда, а слева виден итальянский город и церковь на вершине горы. Справа от центра, на заднем плане, Иисус спускается с горы вместе с учениками после проповеди. И слева видим исцеление прокаженного. Здесь Росселли подчеркивает связь между учением и делами Христа. Исцеление прокаженного – это здесь очевидная отсылка к тому, что надо делать добрые дела, а не внешне соблюдать правила. Мы уже обсуждали с вами исцеление прокаженного во фреске Боттичелли. Обратите внимание, как по-разному авторы расставили акценты и по-разному изобразили одно и то же событие. На десерт обратите внимание опять на летающую голову, без крыльев на этот раз, как будто бы дующая, летящая голова. Как вы думаете, какая была задумка? Пишите в комментарии. 5-я фреска «Передача ключей Петру». Эта фреска одна из лучших работ в цикле Сикстинской капеллы и считается шедевром Перуджино. В центре переднего плана показан момент, когда Христос передает Петру, который стоит перед ним на коленях, ключи Царства Небесного. И тут важный момент. Если вдруг вы в первый раз слышите сейчас про какие-то ключи, то надо объяснить, насколько этот эпизод важен для католической церкви. Для них ключи стали важным символом папской власти. Они присутствуют на гербах римских пап, Святого Престола и Государства Ватикан. Почему? Потому что этот отрывок из Библии трактуется как учение о том, что у 12 апостолов есть преемники, которым по Божьему назначению передается власть. В римско-католической церкви епископы, как группа, считаются преемниками апостолов, а папа считается преемником самого Петра. Утверждается, что линия римских пап идет непосредственно от Петра, что они занимают положение и исполняют обязанности апостола Петра, которому Христос, как считается, дал власть над всей церковью. То есть, по сути, они считают, что папа – это зам Христа. На заднем плане изображен Иерусалимский храм в ренессансном стиле. Это 8-угольное здание с куполом. По бокам стоят 2 одинаковые триумфальные арки, да более похожие на арку Константина в Риме. И как гласит сайт Ватикана, это они и есть. Если что, в Библии есть подробное описание того, как выглядел Иерусалимский храм. И возникает вопрос, а при чем здесь триумфальные арки римских императоров? А вернее, одного императора, Константина. А это, кстати, интересно. Вот вы что-нибудь знаете об императоре Константине? В 312 году Константин начал поддерживать христианство, хотя сам был язычником. Например, он поклонялся богу солнца. На Никейском соборе император Константин вдруг проявил особую благосклонность к епископам. Он вернул им церкви, которые они потеряли, и предоставил такие же привилегии, какие раньше были у языческих жрецов. Константин сильно влиял на решение собора и, скорее всего, даже направлял его ход. Таким образом, создался прецедент. Императоры могли вмешиваться в дела церкви. Не только для укрепления ее позиций, но и для влияния на ее учение. Хотя Константин считается христианином, крестился он только перед смертью.
И зачем он вообще затеял эти игры с христианством, с его узакониванием? Он воспользовался религией, чтобы объединить разношерстный народ Римской империи. То есть он начал плавно смешивать христианские обычаи с языческими, чтобы для людей все проходило максимально безболезненно. И, конечно, очевидно, что эта фреска Перуджино– это откровенный такой подгон библейского текста под католические верования и традиции. Как, в принципе, все фрески Сикстинской капеллы, но итоги пока подводить не будем. На заднем плане слева видим еще один евангельский сюжет – уплата налога на храм. Что сразу не так? Тут мы видим, как Христос сам отдает денежку сборщикам налогов, такие изящные парни с мечами. Но по сюжету апостол Петр заплатил налог за себя и за Христа. Сзади справа изображена попытка побить Христа камнями. Действие по Библии разворачивается в храме, а не на площади. Вы так же, как и я, не видите камни? Цикл на этой стене завершается тайной вечерей Расселли. Смотрим сначала на центральную композицию. Если учесть, что здесь 17 персонажей, то возникают вопросики, а была ли тайная вечеря тайной? Кстати, на сайте Ватикана написано «Last Supper», дословно «последний ужин». Название «Тайная вечеря» пришло из перевода Библии на церковнославянский язык. В общем, кто сидит за столом, понятно. Христос с апостолами. Иуда на другой стороне стола, чтобы все поняли, где предатель. Кто эти люди, стоящие по краям? Это тайна тайной вечери. На Иуде сидит какой-то чертик. Ох уж это богатое воображение Козимо Росселли. Меня еще интересует вопрос, почему пустой стол? Где хлеб и вино? Теперь смотрим на задний план. За окнами изображены 3 эпизода. Первый – молитва в Гефсиманском саду. 3 апостолов уснули, ангел укрепляет Христа. Это событие непосредственно перед казнью Иисуса. Второй – арест Иисуса. Иуда выдает своего учителя поцелуем. И видим Петра, который повалил раба первосвященника на землю и держит его. Вообще по сюжету он выхватил меч и отсек ухо рабу. Битва в рукопашную не была описана в Библии. И третий эпизод – казни Иисуса. Тут сложно по людям разобраться, все в куче. По сюжету там стояли 4 женщины как минимум, включая Марию, мать Иисуса, и также там был его любимый ученик. И этот цикл о Христе завершается фреской о его воскресении на входной стене, рядом со спором о теле Моисея, который мы уже рассмотрели. Перемещаемся. Ну, во-первых, он же был похоронен в склепе, то есть в гробнице. Это пещера, вход в которую закрывали камнем, его не закапывали в землю. Тогда тела обматывали тканью и клали в гробницу. Далее, не было там миллионов людей. Были стражники, которые видели ангела, который откатил камень от входа. Воскресшего Христа первыми увидели 2 Марии, и им же было доверено рассказать о воскресении Христа его ученикам. Итак, ребят, мы с вами сегодня проделали огромное путешествие по 3 стенам Сикстинской капеллы. Перенеслись и в эпоху Возрождения, и в библейские времена. Надеюсь, что вы узнали и увидели сегодня что-то новое, потому что обычно фрескам, которые мы сегодня обсуждали, не уделяется никакого внимания. Напомню, что наше путешествие на этом не заканчивается. Во второй части этого ролика мы будем обсуждать самые знаменитые части Сикстинской капеллы. Так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующий ролик. До встречи в продолжении!